Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Меня зовут Саня, как всегда. Вход на аппарат пишется на сам аппарат. Это Black Shark 5 Pro. Да, он у всех выбивает 1 000 000 баллов в Antutu и у меня. Да, по мнению DxOMark, здесь лучший звук среди сегмента смартфонов. И я это подтверждаю, это лучший звук из того, что у меня было на руках. Он неплохо снимает, он великолепен для игр. И это игровой смартфон. О игровом смартфоне либо говорят о тестах, либо не говорят ничего. Плюс здесь есть направленные микрофоны. И помимо всего, разумеется, здесь есть 3D Touch. Отличный экран без всяких скосов. Я думаю, он вам понравится. Смотрим. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать новинку от Xiaomi. И я ее покупал, как и вы, во время начала распродаж. Как и вам, она шла мне 3,5 недели. Как и вы, я не платил за нее ни копейки таможни. У меня вариант 12256, по-моему, на меньшее количество гигабайт оперативы просто не было. Я обычно беру самую минимальную комплектацию, ну вот так. Что я могу сказать сразу о Black Shark? Я это повторяю каждый ролик. Самые топы всегда у Asus по лютому оверпрайсу. Если брать какие-то не безумные цены, то какой-нибудь Black Shark 4, который стоил 23-24 тысячи, в телеграм-канале скидок я скидывал, когда был низкий курс. Это был цвет, блеск, красота, я его когда-то тестировал, мне он безумно зашел, и все остальные их аппараты, которые я тестировал, мне тоже заходили. Их не назвать идеальными, у них есть определенные недостатки, но достоинство у них в первую очередь оптимизация, хотя я не люблю MIUI, для игр. И в отличие от тех же Poco, допустим, F4 GT, которые тоже с триггерами, все это дело обычно всегда более допилено. Насколько допиленнее, насколько оптимизированнее, я вам расскажу в ролике. Защитная пленка есть, мини-джека нет, так же как в пятерке, которую я недавно распаковывал. Скорее всего, здесь нет возможности, да, расширить никаким образом память. Чехол стандартен, и по большому счету вот это дело от пятерки внешне практически ничем не отличается. Оно зато очень сильно отличается по цене. Ну и логично по процессору, а по начинке по остальному, разумеется, я расскажу вам в ролике. 227 граммов, также 100-ваттная зарядка, как и в пятерке. Разумеется, есть кому нужны вот такие вот наклейки, они положили, я не знаю зачем. И по размерам сейчас я вас сориентирую. Толщина 76, ширина точнее, высота 163,9, считайте 164, толщина 9,9 без блока камер, с блоком камер 12,1, с малым блоком камер 11,2. Чехол, скорее всего, все это дело прикрывает. И смотрим. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, Infinix 12 Pro разыгрывается и защищенные смарты. И будут еще, разумеется. Подписывайтесь с колоколом, подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал скидок. Там, к слову, уже больше 62 тысяч человек. И напоминаю, на Black Shark 5 я уже делал обзор. И эти оба аппарата и в Твиче гонял, и в онлайн на стримах. Приобрести данный смартфон можно в белой и черной расцветке. Дизайн практически такой же, как и в младшей модели данного смартфона. Отличие по большому счету только в узорах и материалах. Тыльная часть выполнена из стекла с покрытием Soft Touch, а рамка алюминиевая. Тактильно материалы очень приятные. В руках без чехла смартфон лежит удобно, но использовать его без чехла мало кто будет. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, а хотелось бы версию получше, разумеется. 4 микрофона, 2 основных динамика и 1 разговорный. Звучание здесь стерео с сертификацией Hi-Res Audio. Звучание в данной модели прямо топ-1 по версии DxOMark. Качество звука шикарное. Но, к сожалению, кастомного эквалайзера в стоке нет, как и различных пресетов. Хотя, честно говоря, в случае с 5 Pro они особо лично мне и не нужны. Далее есть прорезиненный слот на 2 сим-карты, карту памяти не запихать. И К-порт, как и мини-джек, отсутствует, что слегка расстраивает, учитывая, что это игровой смартфон, мини-джек был бы must-have. А так переходником пользоваться или Type-C-шными проводными ушами, если вы в шутеры играете. Потому что при любом раскладе, если вы проф, ТВС-ки вам не подойдут. Либо без ушей играть. На тыльной части также есть подсветка, которая срабатывает при входящих вызовах, сообщения, зарядки аккумулятора и подобное. Настроить ее работу возможность есть. Также есть 2 магнитных всплывающих триггера, на которые можно повесить любое действие по вашему
желанию, к примеру, включить фонарик или открыть камеру. Лично мне потребовалось время, чтобы к ним привыкнуть, но в целом триггеры отличные. Механика как-никак. Летим дальше. Black Shark 5 оснащен OLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, соотношение сторон 20 к 9, контрастность 5 миллионов к 1. Широкое цветовое пространство DCI-P3, экран имеет сертификацию SGS и технологию MEMC. Глубина цвета 10 бит, плотность пикселей 394 ppi, что практически идеально по моим меркам. Пиковая яркость 1300 нит, при прямом попадании света на экран вглядываться не приходится, и яркости вам хватает. Это не 1800 нит, конечно, как у топовых самсунгов, но все равно. В солнечный день на улице использовать смартфон удобно. Частота обновления экрана 144 Гц, на выбор также есть 90, 60 и автогерцовка. Тач на 720 Гц, он заметно лучше, чем в Black Shark 5, при том, что там тоже тач на 720 Гц. Тест на частоту дискретизации вы можете наблюдать на экране, хотя многие говорят, нужно всегда входить в игровой режим, после этого добавлять все тестировочные программы и после этого все тестировать. Но, друзья, вы реально будете каждую программу добавлять в игровой режим и каждый раз через него заходить? Если да, так и проверяйте. Я так не делаю. Также смартфон оснащен двухзонной системой 3D Touch, многими так хорошо позабытой. DC-диминг вшит, шим на 100% яркости 10,7 на 50-32, на минимальной 26, на нуле 35. Показатели шима не лучшие, у меня за время использования глаза не уставали. Автояркость работает корректно и хорошо подстраивается под освещение, так как установлен датчик освещенности на 360 градусов. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок, полноценный Always On дисплей, разумеется, в наличии. Далее мультитач, разумеется, есть. Экран спокойно откликается на 10 касаний, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает максимально шустро и без промахов. Завести отпечаток одного и того же пальца несколько раз можно, но на работу сканера отпечатков пальцев это никак не влияет. Распознавание лица срабатывало стабильно быстро, даже под углом, и завести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана минимальный, но есть. Экран отличный, цветопередача насыщенная, яркости экрану достаточно, как и четкости. Также в настройках можно обнаружить много интересных функций, к примеру, Magic Press и Video Studio. И для развлечения в стоке добавили еще Shark, цифрового помощника. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс Joy UI 13 на базе MIUI 13 и Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1, и это хорошо. И на выбор 128 или 256 гигабайт. Как по мне, этого прям мало для игрового смартфона. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6E серии, поддержка Dual Mode 5G, но 5G сети для нас не особо актуальны. Для 4G есть бенды 7 и 20, сеть мобильную ловит отлично, связь по Wi-Fi стабильная. Звучание при звонках четкое, датчик приближения работает исправно. Что удивительно для Xiaomi, правда? Линейный двигатель по оси X. Не скажу, что топовый, но хороший. Настроить можно только уровень тактильного отклика. Bluetooth версии 5.2 почти последний 5.3. На данный момент NFC поддерживается, за что отдельное спасибо MirPay можно устанавливать и оплачивать спокойно телефоном. Из навигации на борту GPS от GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и QZSS. GPS-тест показывает точность до 3 метров при условии, что рядом есть высотки, что стандартно для Qualcomm. Емкость аккумулятора 4650 мАч. В PC-марке выдал очень скромные 6 часов 5 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил со 144 Гц на максимальной яркости. Но, к слову, эти данные автономности в данном смартфоне не отражают его реальную направленность, потому что в играх он безумно автономный. Смартфон поддерживает Hypercharge 120 Вт, заряжается с нуля до сотки от родного адаптера питания с включенной быстрой зарядкой за 17 минут. Иногда в районе 20. Там как повезет. Беспроводной зарядки на борту нет. В играх время автономной работы действительно отличное. За час игры в Genshin Impact на максимальных настройках графики улетает 21% заряда. Подвисаний я не обнаружил, картинка очень плавная, играть более чем комфортно. Для игр мощи в данном смартфоне с запасом. Яркость смартфон не понижала, нагрев был значительный, но в некоторых тестах, которые другие смартфоны проходят спокойно, 5 Pro ужасно перегревался и выключался. К слову, система охлаждения здесь сэндвич. В Diablo Immortal смартфон показал хороший результат в плане стабильности, играть можно было без проблем. О том, как 5 Pro справляется с более легкими играми, нет смысла распыляться. Очевидно, что, к примеру, в PUBG и Standoff 2 он показал себя шикарно. Также на борту есть все различные настройки
полезные функции для персонализации смартфона в играх под вас. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест на холодную проходит хорошо. 320 гипсов минимально, максимально 359 и в среднем 337 на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1221, в мультикоре 3598. 3D Mark показал Wildlife максимально, Wildlife Extreme 2573, Wildlife Extreme стресс-тест 2609, а остальные 5 Pro пройти не смог из-за перегрева. В морозилку я его кидать не стал для того, чтобы просто сказать вам, какие данные, как и вешать на него кулер. В Antutu он выдал честный 1 023 000 попугаев, Storage-тест показал отличные 76 тысяч. Стресс-тест смартфон не смог пройти, к нашему общему сожалению. Результаты теста искусственного интеллекта 1 245 000. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей, двойной LED-вспышки и направленного микрофона. Основной модуль на 108 мегапикселей, притом он такой старенький. Широкоугольный на 13 с углом обзора в 120 градусов и макро на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, цифровая стабилизация на борту, и работает она даже в 4К 60 FPS. Оптостаба не завезли, аудиозум в наличии, замедленная съемка может снимать в максимальном разрешении 1080p 960 FPS. Фронтальный модуль на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Вырез под камеру минимальный. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоке есть стандартные режимы для фото и видеосъемки, что хорошо. В целом цифровой стабилизатор отрабатывает отлично. Видеосъемка с основного модуля неплохая, как для игрового смарт. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 30 FPS, Black Shark 5 Pro. И здесь есть такая штука специальная, написано фронтальный звук. Я так подозреваю, что она меняет микрофон на фронтальный. Я сейчас ее активировал. Сложные условия обстановки, как вы знаете, телефоны, которые мне нравятся и которые я хочу помучить, я тестирую таким образом. Вечер, выход из подъезда, противное освещение. И да, в Питере белые ночи, но вот то, что вы сейчас видите, намного все темнее. То есть смарт в каком-то смысле справляется. По стабу ничего говорить не собираюсь. Почему? Потому что стаб нужно уже смотреть в исходнике, когда я скину на компьютер, потому что на 13 Pro Max такая же история. Ты смотришь, тебе кажется, что картинка вся трясется, только начинаешь куда-то выгружать, обрабатывать, и все в огне. Здесь я роллинг шаттера не наблюдаю, это раз. 2, вы видите по огонькам, что уже темно. И 3, в определенный момент есть еще в этом смартфоне, что я вижу задержку между звуком и видео. Это странно, буду опять же сравнивать все это уже дело на компе. 4К 60 FPS, Black Shark 5 Pro, смеркалось. И я вам скажу, что я иду довольно интенсивно, съемка с 2 рук. Но прямо стабилизация, вот то, что я вижу, меня радует. То, как это будет уже на экране после рендеринга, после того, как я скину все это на компьютеры в записи, это уже вопрос. Вижу легкие передергивания, но не сильные. Если брать X5, то мыло-мыльное, но оно и днем мыло-мыльное будет. Все довольно плавно, можно делать, разумеется, фотографии, можно ставить на паузу, на ультраширик переключаться нельзя. Ну и в принципе ультраширика здесь и нет, 1080p 60 FPS, та же самая локация. Проверяем, что здесь стабилизация отрабатывает примерно так же, как и в 4К 60 FPS. Это не значит, что сейчас лучше. Это значит, что в 4К 60 FPS было тоже хорошо. И здесь есть такая тема аудиозум. Ее можно включать, можно не включать. Вот я не включал ее. 4К 60 FPS. Если стоять и плавно вести, картинка прямо очень достойная, несмотря на недостаток освещения. И да, он недостаток. Вам кажется, что здесь светло, по факту здесь довольно темно. Но, конечно, лампы спасают. 4К 60 FPS, основная камера. Мега громко, дождь. Довольно темно, вечер. Невский проспект, Гостиный двор. Welcome. 4К 60 FPS. Black Shark 5 Pro. Ночь. Мурино. И вот так он неплохо снимает. X, конечно, 5 такой себе, но в целом сама запись прямо порадовала. Переход, и фронталка уже перестала фризить. У меня какой-то был период, когда было замедление видно на самом экране. Возможно, это временная штука. Телефон не прогрелся. Посмотрю потом в записи, реально ли было замедление или нет. Максимально противное освещение. И я считаю, что с ним фронталка справляется. Ну, ура!
Московский проспект, 4К 60 FPS. Хорошо снимает. Мне нравится. И стаб неплохо. Фронталка, ветер. Не особо шумно, хотя рядом с дорогой. Ладно, от Доджи было довольно много шума. Вот так отрабатывает фронтальная камера у прошки. Прямо 1000-игровой, как будто это камерафон, правда? Фронталка Пулково, немного не хватает, конечно, ультраширика для основной камеры. Именно для фото. Видео, я еще раз повторяюсь, по мне ультраширик бесполезен. 4К 60 FPS, основная камера, съемка против ветра. Если вам задувает, то неудивительно. Съемка на месте. Максимум X5. 4К 60 FPS, максимум у фото X5, у видео X5. И, разумеется, вы видите шумы одни. Съемка с двух рук. Стоя. Немного подтормаживает картинка относительно поворота, но я надеюсь, что это как раз для того, чтобы все это дело оптимизировалось. Я на смартфоне довольно неплохо вижу облака. Хотя, если смотреть на них, то глаза конкретно режет. То есть смотреть вот в эту сторону, а там солнце, я не могу без очков. Да и в очках не особо комфортно. 4К 60 FPS, основная камера. Максимум X5. Утки. И стаб работает неплохо, даже при съемке с одной руки. Вот так все с довольно сложным освещением отрабатывается здесь. 1080p, немного фронталки. На заднем фоне видны отчетливо достаточно утки. Так что смарт справляется. Хотя небо, ну на небо нереально смотреть, но вроде бы цвет правильно отражаться. По поводу кофты и футболки. Футболка и кофта тоже в том цвете, в котором она и есть. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, нет мини-джека, старенький USB Type-C разъем, ну и, разумеется, цена. Цену можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к видео. С другой стороны, все это плюс-минус так же, как и у Asus. И не забывайте подписаться на телеграм-канал скидок и телеграм-канал взаимопомощи по ссылке в прикрепленном комментарии. Всем, кто оставит любой комментарий вообще к ролику, не считая мата, хамства и рекламы, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Если у вас есть лишние деньги и вы хотите флагманский игровой смартфон, этот смарт однозначно вам подойдет. С другой стороны, за эти же деньги можно посмотреть на Asus 6, он в районе 50, я его выкладывал за 46 в телеграме скидок, потом он был 48, вот за 48 я его взял, сейчас он примерно так и висит. Насколько тот будет лучше, неизвестно. По поводу этого девайса у меня к нему вопросов нет. Почему? Потому что, с одной стороны, в PC-марке он выдал 6 часов автономности, это ультра мало. С другой стороны, в играх я на Твиче с него стримил, одновременно играя в Diablo, я вам скажу, что это один из лучших девайсов по оптимизации траты заряда своего аккумулятора для игр. То есть он первый час у меня съел 25%, а второй я, по идее, думал там 40%, съест 50%. Нет, 20%. На Твиче и на лайв-канале Польза.нет Live можете посмотреть пруфы. По поводу мощности я вам сказал. Триггеры лично мне не особо удобны. Я уверен, что к ним можно привыкнуть и все будет классно. Механические меня особо радуют. Здесь они механические. Конструктивных претензий 0. Основная претензия к этому конкретно девайсу, что у меня был на обзоре Black Shark 5. Вы можете посмотреть на него на канале. И по большому счету у них разница-то и не такая большая, чтобы стоимость была практически... Ну, не в 2 раза, но во всяком случае на 40% этот девайс дороже. Из этих двух, при наличии средств, я бы все-таки Black Shark 5 выбрал. Но, если вы не стеснены в средствах, если вы любите MIUI, здесь они вообще ни в чем не напортачили. Да, здесь чуть-чуть старый сенсор, но снимает, согласитесь, он неплохо
плюс направленный микрофон, плюс эти вспышки. Да, видеопримеры вы, в принципе, сами видели. Этот девайс настроен под то, чтобы вы стримили, под то, чтобы вы играли. И это самое мощное из игровых устройств у Xiaomi. С другой стороны, у них много аналогичных, подобных, скажем так, девайсов на этом же процессоре не игровой направленности. Допустим, тот же Poco X4 GT. Но там, если честно, по мне, они просто наплевали на оптимизацию. Хотя здесь он тоже греется и быстро разряжается. Там был полный провал в каком-то смысле. Допилят. Сегодня Black Shark 5 и 5 Pro однозначно говорю да. Подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Все в описании, пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Особо огромное спасибо всем, кто какой-то коммент оставит. Напоминаю, на канале нет мата, хамства и рекламы. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.